Добрый день, мои дорогие зрители канала «За рулем металл на колесах». С того момента, как компания Toyota объявила о намерении представить Land Cruiser нового поколения, прошел практически год. Данная модель не претерпевала глобальной модернизации с 2007 года. Теперь же Toyota готова предложить покупателям абсолютно новый 300-й Land Cruiser, в котором поменялось практически все. Все готовы? Газ в пол, поехали! Несмотря на всю новизну, кузов полностью сохранил габаритные размеры 200-ки, включая колесную базу. Доля высокопрочных сталей выросла, а внешние элементы, такие как капот, передние крылья, двери, крыша и багажник, выполнены из алюминия. Дверь багажника теперь представляет собой единый подъемный элемент, а откидной борт ушел в прошлое. Суммарно с кузова и рамы удалось сбросить 200 кг, но на общую массу автомобиля это не повлияло никак. Зато развесовка стала 53/47, и центр тяжести снизился на несколько сантиметров. К тому же геометричная проходимость при сохранении габаритов не пострадала. Угол подъема составляет 32 градуса, а угол съезда вырос до 26,5 градусов. К сожалению, дорожный просвет по-прежнему ограничен редуктором неразрезного заднего моста и составляет все те же 23 см. И регулировки высоты у кузова теперь нет, потому что опциональная гидропневматическая подвеска для новинки предлагаться не будет. Сама геометрия подвески тоже была пересмотрена. В частности, задние амортизаторы теперь установлены более вертикально. Новшество в ходовой части – ревизия системы управляемых стабилизаторов поперечной устойчивости. Она представляет собой гидравлические цилиндры на обоих стабилизаторах, которые в зависимости от режима движения либо зажимают, либо распускают стабилизаторы, регулируя жесткость и артикуляцию подвесок. Гидроцилиндров в обновленной системе стало на один больше, 2 спереди и 1 сзади, а контуры разделили. Трансмиссия схожа с предыдущим поколением. Это постоянный полный привод с принудительно блокируемым межосевым дифференциалом и понижающей передачей, а также самоблокирующимся дифференциалом на задней оси. Ассистент помощи на дороге также не остался без внимания. У системы Multi-Terrain Select, которая управляет настройками двигателя, трансмиссии и тормозов в зависимости от типа покрытия, появилось 2 новых режима – Auto и Snow. Тормозные диски здесь вентилируемые по кругу, а механизмы на обеих осях с плавающей скобой, разве что впереди двухпоршневые. Небольшие изменения коснулись колес. 20-дюймовые диски теперь обуты более высокопрофильные шины размерности 265 на 55. 300-й Land Cruiser получил гибридный усилитель руля. К классической гидравлической рейке добавился электромотор, установленный на рулевой колонке, который необходим для реализации систем активной безопасности. Такой гибридный гидроусилитель должен дать хорошую обратную связь, что важно в том числе и на бездорожье. За безопасность отвечает комплекс Toyota Safety Sense последней генерации. В него вошли работающий во всем диапазоне скоростей адаптивный круиз-контроль, система удержания машины по центру полосы, адаптивная система дальнего света, передние и задние датчики с функцией автоматического торможения. Моторная гамма невелика. Слухи о гибридной схеме не подтвердились, а двигатели V8 уходят в прошлое. 300-й крузер будет оснащаться только моторами V6 в паре с новым 10-ступенчатым автоматом. Бензиновый агрегат с объемом 3,5 литра имеет битурбонаддув и непосредственный впрыск, а отдача составляет 415 лошадиных сил с крутящим моментом 650 ньютон-метров, а также дизельный двигатель с объемом 3,3 литра, мощностью 299 лошадиных сил и 700 ньютон-метров крутящего момента. Интерьер вседорожника полностью изменился. Однако что-то неизменное должно было остаться и здесь. Как и в 200-м, задний диван ощутимо выше передних кресел из-за рамной конструкции. Опциональный третий ряд тоже сохранился, как и обещанный ровный пол. Полноразмерное запасное колесо осталось висеть под днищем, так что объем и форма багажника похожи на 200-й. Внутри Land Cruiser стал более современным. Приборная панель сохранила аналоговые шкалы, а также получила крупный 7-дюймовый экран между ними. Мультимедийная система в базе имеет 9-дюймовый тачскрин, а за доплату доступен монитор на 12,3 дюйма. Но есть одна более интересная деталь, что находится между приборной панелью и экраном мультимедийной системы. Это кнопка запуска двигателя с датчиком отпечатка пальца. Внедрение такой технологии позволило решить 2 проблемы. Первая. При смене водителя автомобиль распознает его на этапе запуска двигателя и автоматически настраивает интерьер в соответствии с сохраненными установками. Вторая. Это безопасность.
Инженеры Toyota рассчитывают, что датчик отпечатка дополнит внедренную ранее технологию T-Mark, подразумевающую маркировку элементов автомобиля для защиты от угона. На центральном тоннеле разместилась большая площадка беспроводной зарядки, а второй ряд может оснащаться не только подогревом, но и трехступенчатой вентиляцией. Набор средств кругового обзора улучшился за счет внедрения омывателя задней камеры, но вот передняя камера осталась без омывателя и возможности записи видео. Внешняя отделка богатых комплектаций 300 выделяется не только большими колесами, но и полностью диодной оптикой. Однако в начальных версиях в указателях поворота будут обычные лампочки, и даже рейлинги на крыше остались платной опцией. Флагманом среди комплектаций нового Land Cruiser объявлена версия GR Sport, которая будет оснащаться инновационной системой управления подвеской, работающей индивидуально с каждым колесом и автоматически меняющим настройки демпферов в зависимости от переменных дорожных условий. Данная система также будет отвечать за блокировку переднего и заднего дифференциала и сможет отключать стабилизаторы поперечной устойчивости. По размерам нового кузова модификация GR окажется чуть крупнее двух младших версий, а ее отличительными особенностями станут увеличенные бампера с иным дизайном боковых воздухозаборников, фальшрадиаторная решетка с сотовой структурой, серые матовые колесные диски и встроенный в водительскую дверь сканер отпечатка пальца. Также спорт-версия получит оригинальные корпуса боковых зеркал, усиленные тормозные диски и колодки, а на кузове и в салоне появятся характерные красные акценты. В интерьере появится сразу 3 дисплея, причем отвечающий за мультимедиа центральный экран будет довольно сильно возвышаться над всей консолью. Измененную форму приобретет и вся центральная башня, которая получит пологую поверхность с дефлекторами, расположенными под углом 45 градусов. Вот таким стал долгожданный 300-й Land Cruiser 2021 года. К сожалению, некоторых вещей, таких как расход топлива или ценовую политику, не раскрыли, но мы будем пристально следить за всеми новостями. А на сегодня все, мои дорогие подписчики. Чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и прожимайте колокольчик. Огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и смотрит мои видео. За рулем был металл на колесах, ни гвоздя, ни жезла.